Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим про редкие монеты и редкие браки 1 гривны и 2 гривен металлических Украины, которые были выпущены в 2018 году. Все тайм-коды, кому будут нужны, в описании, и все ссылки тоже будут в описании. А кому интересно, посмотрите до конца, буду очень благодарен, это очень важно для продвижения ролика и канала. Первое у нас будет показано, это брак несовпадания реверса и аверса. Он у нас довольно-таки на старых монетах был, имелся, и есть, соответственно, на этих монетах. Это у нас когда реверс и аверс не совпадают, вот он в фотографии показывается, там где реверс ровно стоит, а аверс под наклоном. Такая монета была 1 гривна 2018 года, была продана за 22 гривны. Как мне кажется, можно было ее подержать дольше у себя, и она бы стоила намного дороже. Но это уже дело продавца. Также мы видим уже довольно-таки редкую разновидность, и которая довольно-таки дорого стоит. Это 180 градусов разворот. Она уже продана была за 3500, 2 гривны 21 года. Также мы видим 1 гривна 21 года, 180 градусов разворот, была продана за 1800 гривен. Также другая монета 2 гривны с разворотом реверса была продана за 5000 гривен. Дальше идет такой брак, как под названием непрочекан. Непрочекан — это, как вы видите, либо же очень плохо прочеканенный узор на монете, либо же вообще его не видно с одной стороны. Бывает, что может быть с одной стороны чистая монета вообще попадается, но это вообще редкий брак. Поэтому чаще всего такой вот непрочекан, он тоже определенную цену имеет, зависимо от года, зависимо от качества прочекана. То есть там же надо смотреть по самой монете. В частности, эта монета была продана, я не помню за какую цену, но тоже это довольно-таки недорого, до 100 гривен она была продана лот. Но факт того, что это тоже считается редкой монетой, редкой разновидностью. Это не прочекан, он появляется за счет того, что не совсем хорошего качества, возможно, станки, они из-за большой партии монет очень быстро стираются. Также есть браки с буквами или с другими мелкими узорами на монете. Как вы видите, могут быть такие буквы, то есть либо же другие узоры, то есть видите, они приплюсаны по бокам. Тоже это зависит от станка, который мог израсходоваться по мере чеканки монет, самой насадки для печати. Также может быть вот такие буквы, то есть они более, видите, сплывшиеся в одну букву. То есть так же само они что-либо стоят, но тоже зависит от качества, от того, сколько монета ходила в обиходе, от того, насколько само по себе, может там год редкий какой-то. От этого зависит уже цена исходного лота. Далее, как им показывается, к сожалению, я монет таких не нашел, проданных, да, и не проданных не нашел, в принципе. Но они вполне имеют место быть, и я думаю, они будут, либо же есть, просто их еще не попадались, либо мне не попались, не нашлись. Если вам находились, попадались, пишите в комментариях, буду рад узнать об этом. Это гурт. Гурт, я думаю, все знают, это насечка по краям монеты, на ребре монеты, поэтому может быть гладкий гурт, да, то есть у нас стандартный у 1 гривны и 2 гривен это мелкий гурт, частый мелкий гурт. Может быть, что гурта вообще не будет, может быть, что его частично не будет, может быть, что он будет с крупной насечкой, это как, например, на 10 гривнах металлических, да, там можно смотреть, там глубокая крупная насечка, она редкая. То есть может быть такой гурт. То есть все эти монеты, они стоят определенной цены. И в таком же плане, я думаю, они должны стоить, если смотреть по старым монетам, то есть по старой гривне, 50 копейкам, то есть это уже цена будет довольно-таки хорошая. Но также я хочу вас предупредить о том, что такие монеты могут быть поддельные. Так как у нас люди довольно-таки умелые, и они могут подделывать разные монеты, то есть в таком случае гурт проверяется как? Если гурта его нету, проверяется по весу монета, и также микрометром, либо же штангенциркулем можно промерять диаметр монеты. Все это есть
четкий обозначенный вес и диаметр есть на сайте Национального банка Украины, поэтому в таких случаях надо очень строго проверять монету. Также если там, к примеру, одной стороны нет на монете, то есть одна сторона, если чистая на монете, да, там либо реверс, либо аверс, тоже надо проверять по цене, потому что могут отшлифовать монету так, что монета будет просто чистая. Покажется, что это брак, а в конце концов это просто подделанная монета. Также могут быть браки, мне кажется, это чисто мое припущение, могут быть другие буквы, другие цифры. То есть, если вы видите монету, на которых что-либо не так, либо же какие-то не такие буквы, не такие цифры, либо вам кажется, что эта монета не такая, лучше ее сравнить с другой монетой, так как могут быть маленькие погрешности, но они могут стоить определенной цены. За это я вам точно не могу сказать, но это чисто по моему опыту. Также хотел бы сказать о такой вещи, что эти монеты, именно 1 и 2 гривны, они сильно магнитятся. И если вы найдете такую монету, которая вообще не магнитится, я думаю, на нее стоит очень хорошо обратить внимание, поскольку это другой сплав, он попадается не часто. Я думаю, если он вообще попадается. Также хотел бы сказать о том, что все знают, что эти монеты выпущены были 2018 года. И сейчас залезу на тему 10 гривен и 5 гривен, но 5 и 10 гривен были в 2018 году напечатаны очень маленьким тиражом, чисто для показа. Поэтому, если вы найдете 10 и 5 гривен 2018 года, они тоже считаются довольно-таки редкими. На этом, в принципе, все. Большое спасибо за просмотр. Я буду очень вам рад, если вы оставите комментарий и напишите в нем, как бы вы хотели, чтобы я улучшил ролики. Для меня это очень важно и для продвижения канала очень важно. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.